Скоро будет Новый год. Мы приехали в замечательное место, на фабрику, где делают игрушки для новогодней елки. Фабрика называется «Иней». Она существует здесь, в деревне Данилово, в Подмосковье, с 1937 года. Вы увидите немножко, как делают игрушки, а начали мы с того, что приехали в музей. И вы увидите, как с 1937 года делали игрушки на этой фабрике. Самые старые игрушки новогодние, которые можно увидеть в музее Иней, это игрушки времени открытия фабрики, конец 30-х годов и 40-е годы. Время было бедное, материалов, из которых делали игрушки, было мало, поэтому, вы видите, игрушки очень простые. Традиция делать игрушки из стекла уже была, она была еще до революции. А чаще всего делали игрушки из бумаги, из картона. Стеклянные игрушки были дорогие. Была тоже дореволюционная традиция украшать елку конфетами и мандаринами. Тогда это стоило очень дорого. И дети очень редко ели конфеты, и тем более такие экзотические фрукты, как мандарины. Поэтому Новый год очень у многих ассоциируется с запахом мандаринов, запахом цитрусовых. Из старых русских сказок появились эти два персонажа – Дед Мороз и Снегурочка. Традиция сегодня приглашать новогодние детские праздники Деда Мороза и Снегурочку. Вот вы видите, здесь, в музее фабрики Иней, тоже пригласили Деда Мороза и Снегурочку. Они обычно играют с детьми, развлекают детей, загадывают им загадки и потом дарят им, конечно, подарки. Самая популярная новогодняя песня, которую знают все дети и взрослые в России, песня называется «В лесу родилась елочка». Ну, молодцы, молодцы. Неожиданно порадовали старого. С наступающим Новым годом! С Дедом Морозом и Снегурочкой. Обязательно. Шампанское без меня не открывай. А теперь пойдем посмотрим, как же делают стеклянные новогодние игрушки на фабрике. Сначала мастер, как вы видите, стекло нагревает, а потом из горячего стекла делает круглый шарик, выдувает шарик. Прозрачный шарик – это не очень интересно и красиво. Мы привыкли, что на елке шары и игрушки разноцветные. Мастер берет шарик за ножку и сначала окунает его в краску, а потом ставит в теплую печку. Здесь шары сушатся. А работница, как вы видите, все делает вручную. Процесс этот довольно примитивный. Последний этап работы – раскрашивание игрушки. Мастер на игрушке рисует тот рисунок, который раньше придумали художники фабрики. На фабрике есть несколько своих художников-дизайнеров. А если вы хотите нарисовать на игрушке, на шарике, тот рисунок, который вам хочется, то вам вот сюда. На фабрике организовали специальные мастер-классы для детей и взрослых. Кто хочет сделать игрушку со своим собственным дизайном, должен прийти вот сюда. Нам дали шарики, перчатки и несколько красок.
Ну, теперь за работу. Чтобы краска сохла быстрее, мы ее посыпаем красивым блестящим песком. И он потом остается на шарике. Шарик получается очень блестящим. Ну вот, могу похвастаться плодами своей работы. Повешу дома на елку. Все блестит. После интересной экскурсии по музею у нас организовано чаепитие. Значит, вот чай со сладкой вафлей в столовой этой фабрики Ивей. Вот очень интересное место. Такого никогда не видели. Не видели. Внутри все. В каждом помещении есть растения. Когда на улице очень холодно и зима, то очень приятно видеть зеленые растения даже на фабрике, даже в столовой. Они украшают и радуют глаз. Ну, мы отлично провели время. Надеюсь, вам тоже понравилось. Поедем в следующем видео в другое место. Пока! Ну что, зима пришла. Это значит, скоро Новый год. Надеюсь, что этот плохой год уйдет, и следующий год будет хороший. Желаю всем хорошего Нового года, счастливого Рождества, который мы все ждем с нетерпением.